И всех приветствую, друзья! В этом видео мы с вами поговорим о наконец-таки случившемся событии, которое я ждал очень и очень долго, а именно начале уже моего третьего КВК в сезоне завоеваний. И сейчас у нас идет пред-КВК, и вместе с этим доступна и открыта карта самого КВК, и об этом будет данный видеоролик. И давайте же начнем с самого главного, а именно с пред-КВК. И мы видим, что под конец первого этапа я нахожусь на 42-м месте, имея 1 миллион очков. Это очень круто, потому что, как я помню, на своих прошлых пред-КВК под конец первого этапа я занимал максимум 200-300 место. Но сейчас я занимаю 42, и это дает надежду, что я смогу попасть хотя бы в топ-100, а может даже и в топ-50. Переходим в рейтинги. Здесь у нас идет ранг лагеря. На первом месте Ликея, на втором мы, Дардания, на третьем Микены и на четвертом Эолия. И кто же из этих лагерей является нашим союзником? А здесь все просто. Переходим на главную страницу КВК и смотрим. У нас идет КВК вверх против низа. То есть вот мы в верхнем углу Дардания, и сбоку от нас это наши союзники Эоли. Если я правильно помню, то действительно у нас идет вверх против низа. Получается, мы против Ликей и против Микенов. То есть вверх против низа. И давайте же вернемся, значит, к рейтингу пред-КВК и посмотрим внимательнее на ранг лагеря. На первом месте, получается, наши противники, это ликейцы. На втором месте мы, Дардания. На третьем месте наши соперники. И на четвертом месте уже наши союзники. И, в принципе, у наших союзников от третьего места достаточно, небольшой отрыв. Можно сказать, что Микены и Эолия по активу будут равны, но вот главным соперником нашим на этом КВК будет как раз таки лагерь Ликея, потому что они сейчас занимают первое место, хотя все может измениться. И переходим в личный ранг. Как я уже показывал, я нахожусь уже на 43-м месте. Уже успели меня скинуть на одну позицию ниже, но как бы это не беда. Сейчас пойду побью мародеров и снова поднимусь выше. И имею сейчас я 1 миллион очков. И в принципе до того же 30 места мне не хватает 148 тысяч очков. Это как бы легко будет набить. На первом этапе еще есть время набить мародеров. И на втором этапе я смогу подпушить. В общем-то в топ-100 я останусь точно. В топ-50 не знаю, но буду стараться остаться хотя бы в топ-50. В принципе, вообще из нашего королевства в топы попало достаточно много игроков. Вот на где же, на 96-й позиции наш игрок, на 93-й позиции наш игрок, на 85-й позиции наш игрок. Дальше вроде бы нету, на 56, нет, это не наш игрок, просто показалось. Выше меня есть ребята, вот они на 27-й позиции наш игрок, 25-й, 24-й позиции тоже наши игроки. И вот прям в топы зашел лишь один игрок с нашего КД, это НКО, 2 миллиона очков на данный момент он имеет. И вроде бы в топы больше никто не попадал. В общем-то, буду стараться сохранить за собой 43-е, остаться в топ-50. И вот он, ранг королевства. Наша КД на данный момент находится на 4-й позиции, имея 18,5 миллионов очков. И отрыв от 35-87 от третьего места не очень велик. И есть шанс и возможность обогнать 35-87 и встать на третью позицию, чтобы получить бонус весь урон плюс 1, потому что, находясь на 4-й позиции, мы получаем скорость обучения плюс 3. Это нам не особо поможет. Было бы, конечно, лучше получить уже хотя бы весь урон плюс 1. Но я думаю, что у нас есть все шансы и все возможности, чтобы это реализовать. И давайте же пройдемся по всему рейтингу в целом. И, ребята, всем, кто находится в этих королевствах, на этом КВК, всем большой привет, всем удачи и хорошей игры. На первой позиции находится наш союзник, КД с нашего лагеря 35-37. На второй позиции наши соперники, на третьей позиции наши соперники. Дальше идем мы, союзники, вплоть до 10-го, точнее до 9-го места идут наши соперники, что не есть хорошо. На 10-й позиции наши союзники, соперники, союзники. 3 наших союзника, потом идут
2 наших соперника и 3 наших союзника, и последнее место занимают наши соперники. И что я могу сказать в целом, смотря на этот рейтинг? И могу сказать, что рейтинг мне понравился, потому что в каждом лагере наблюдаются свои активы, свои лидеры. В нашем же лагере их целых 2, это 35-37 и наши КД. А у наших соперников это 31-07 и 35-87. Также в топе находятся и наши союзники, это 26-55. И с 35-87 мы встретимся как раз таки в ближайшее время при открытии первых проходов. Как я уже сказал, у нас идет вверх против низа. И как раз таки 35-87 находится в лагере Ликея. И с ними мы встретимся как раз таки вот в этой зоне. И с предКВК мы с вами заканчиваем. Как я уже сказал выше и повторюсь снова, буду стараться остаться в топ-50. Я вижу это возможно, я буду стараться. Как мы видим, меня уже потихоньку скидывают. Я был на 42 месте, потом на 43-м, уже на 45-м, поэтому надо продолжать бить мародеров. И хочу также сказать, ребята, я не буду записывать отдельно на каждый этап видео, потому что оно вообще того не стоит. Вообще само предКВК это достаточно такой, не самый интересный ивент, не самое интересное событие, чтобы на него уделять какое-то особое время, внимание, записывать отдельные видеоролики. Всю информацию о нашем предКВК, на каком мы месте, после каждого этапа будем занимать, всю эту информацию я буду скидывать и выставлять у себя на канале в записи. Поэтому, если хотите быть в курсе, переходите на канал, ставьте колокольчик, чтобы вам приходило уведомление, либо же просто переходите на мой канал и следите за записями. И теперь давайте пройдемся по теме самого КВК. КВК у нас идет нового формата, троянская песня, и здесь все стандартно. Идет она 48 дней, здесь все интуитивно, все понятно, все знакомо, то есть хроники, завоевательная война, Каруак, лидеры экспедиции, коалиция, лагерь, личный альянс и путь величия. Здесь также все понятно, индивидуально, коалиция, лагерь. Здесь ничего не поменялось. Единственное, что отличает данный формат от других, это сама карта и новая механика, а именно выбор пантеонов. Как вы видите, я выбрал пантеон Афины. Просмотрев бонусы других пантеонов, я понял, что пантеон Афины дает самые лучшие бонусы именно для поля. Он легче в освоении и прост в применении. Там так и написано, эти пантеоны делятся еще и на уровень сложности, то есть Афина это легкий уровень, Артемисия сложный, Посейдон вроде бы нормальный. И вот как раз таки пантеон Афины это прям золотая середина, то, что нужно именно для простых игроков, таких как, допустим, я, которые просто хотят хорошо отыграть КВК и хорошо повоевать в поле без всяких там наворотов и так далее. Я это сейчас говорю о пантеоне Артемисии, который дает нам как раз таки возможность какой-то там телепортации и так далее. Я думаю, это не то, чего я хотел бы использовать на поле боя. В общем-то, для подробного рассмотрения пантеонов я перезашел в игру через свою ферму, и давайте же подробно посмотрим, почему я выбрал именно пантеон Афины. И давайте же начнем с конца. Пантеон Посейдона, почему вам не стоит его брать? Потому что все его бонусы направлены именно на фарм варваров. Читаем его первый навык. Вы можете мгновенно побеждать такое количество отрядов варваров в день, 7, не затрачивая очки действия. То есть сразу видим, что данный пантеон для поля вообще никак не подойдет. Да, вы станете лучше бить варваров и тем самым, возможно, лучше прокачаете свою кристальную академию, но не сильно, поэтому я бы не советовал вам брать данный пантеон. Дальше идет пантеон Аполлона. Здесь также я считаю, его вообще не стоит рассматривать для тех, у кого нет башни, потому что все его бонусы направлены именно на отряд башни. Тем более первый бонус вообще направлен вроде бы как на производство ресурсов активный. Вы мгновенно получаете ресурсы в размере 4 часов производства вашего города. Пассивных ваши войска дальнего боя могут напрямую атаковать прочность крепости вражеского альянса. Да? То есть мы видим, что его бонусы направлены именно на отряд башни. Это нам тоже не подходит. И остается всего лишь 2 пантеона, которые можно и нужно выбирать для тех, кто играет на поле
боя. И давайте начнем с пантеона Артемиды, сложность тяжелая, и на этот пантеон уже был сделан обзор культа Минамото, поэтому сильно заострять свое внимание на каждом бонусе мы не станем, лишь быстренько пройдемся, чтобы понять, почему все-таки я думаю, что пантеон Афины лучше и почему я выбрал именно его. Первый бонус дает нам возможность быстро забрать точку ресурсов, либо же форт варваров. Это хорошо подойдет для того, чтобы чистить поле для телепортации. Второй бонус — это телепортация своих войск, только непонятно на какое расстояние. Если на то расстояние, которое показано в видео, то это ничего особенного. В принципе, я играю за кавалерию, мне не нужно делать телепортацию с одного места на другое, либо же оставлять какой-то свой отряд в живых, чтобы подвести к нему другой отряд. В общем, достаточно сомнительная система, но, в принципе, для кого-то, может, это и будет полезно. Следующий бонус — это невидимость, то есть вы просто не получаете урона. Применяя этот навык, отряд, использующий его командиры, находящиеся поблизости, свои союзные отряды в поле всего до 5, становятся невидимым и получают 100% скорости на марше на 300 секунд. Невидимые отряды не могут быть поражены навыками с эффектом по области. То есть вы не получаете навык, а получаете скорость и при этом, возможно, даже можете бить. При вступлении в бой отряды выходит из невидимости, теряя бонус скорости на марш и получает 1000 единиц ярости. То есть вас не могут бить, ну и вы при этом бить тоже не можете. Это, ну, тоже сомнительное решение, сомнительный навык такой интересный. Но, в принципе, в общем, пантеон Артемиды достаточно интересен. В принципе, ее первый навык, первый бонус очень полезен будет для поля, ну именно не для боевых действий, а для того, чтобы как раз таки почистить поле, чтобы больше игроков могло сделать телепорт. Это хороший навык. Второй навык тоже, в принципе, имеет свои плюсы, хотя непонятно на каком расстоянии идет телепорт. Если на большом, то тут тогда этот бонус очень и очень хорош будет. Но если же на то расстояние, которое показано в видео, то да, сомнительно. И вот пантеон Афины. И пантеон Афины, сразу видим сложность легкая, то есть он прост в использовании. И первый бонус, я толком не понял, что здесь, да как, какие-то свистки, что они делают. В общем, раз в день вы можете получить случайный свисток мудрости, тип и уровень свистков, который вы можете получить, зависит от вашего текущего запаса свистков. Что эти свистки делают, зачем они нужны, в общем, непонятно. Будем разбираться по ходу дела. Второй бонус — это отряд этого игрока, применившего этот навык, а также его или союзные войска поблизости. Максимальное количество отрядов 10. Это сразу хорошо, что захватывает хорошее количество отрядов. Получает дополнительно 5% к наносимому урону. В моем случае у меня 2 отряда, то есть 2 моих отряда точно получают бонус к урону 5%. И еще 8 дополнительно моих союзных отрядов, не моих, а моих союзников, получает 5% к наносимому урону. Это хорошо. В поле это пригодится. Каждый раз, когда один из ваших отрядов тяжело ранит или убивает воинов в размере 10 тысяч 4 или 5 уровня из вражеских лагерей, вы получаете такое количество ресурсных пакетов 22 уровня до 300 за одно применение навыка. То есть здесь вы не только получаете дополнительно 5% к наносимому урону, но и плюс к тому вы получаете и ресурсы за то, что убиваете воинов или тяжело раните из других лагерей. Я думаю, это бонус тоже очень и очень классный. И последний бонус — это просто лечилка. 50 тысяч. Исцелиться с помощью этого навыка 500 тысяч, независимо от игрока, который его применил. Союзные отряды в поле поблизости, максимальное количество отрядов 10. Каждые 10 секунд множитель исцеления 50 тысяч. Это очень круто. То есть вы можете просто хилить свои отряды и отряды своих союзников в поле. Допустим, у вас идет шар, вы выиграли поле, ваш шар остался, но у вас отряды покоцаны, и вы просто применяете этот навык и восстанавливаете свои войска, тем самым держите и идете дальше в наступление. Это очень и очень крутой навык.
И вот мы с вами рассмотрели все пантеоны и можем сделать вывод, что сразу два пантеона мы с вами отбрасываем, потому что пантеон Посейдона и Аполлона не дают нам навыков, которые могли бы помочь нам в поле. Аполлон дает нам бонусы к башне, но я не думаю, что кто-то на нашем КВК, да и в принципе из обычных игроков моего уровня используют башни. Посейдон то же самое, здесь у него вообще никаких навыков нет для поля, остается лишь пантеон Артемиды и Афины. И если выбирать между пантеоном Афины и Артемиды, то все-таки я выбрал бы лучше Афину, потому что ее бонусы как раз таки лучше подходят именно для поля. Вы с этими бонусами сможете лучше держать позиции, а именно третий бонус дает вам исцеление, и второй бонус вам дает бонус к урону, к наносимому урону, и плюс за то, что вы побеждаете врага, вы еще и получаете за это ресурсы. Ну, что может быть лучше? Первый навык, конечно, непонятно, что он дает, но вот точно второй и третий навык, они прям хорошо подходят для поля. У Артемиды, ну, работают все навыки, но, как сказать, ну, первый навык вам поле точно не выиграет. Вы освободите место, раскопаете все узлы, удалите все форта, варваров, но игроки спокойно находили себе место и спокойно прилетали на поле боя, и с этим вообще не было никаких проблем. Сейчас с этим навыком, конечно, будет полегче, но чего-то такого кардинального оно не изменит точно. Второй навык это телепортация, более поинтереснее навык, но опять же с одной оговоркой: если расстояние телепорта такое же, как на видео, то это плохо. Если же больше, то тоже тут такое сомнительное решение, то есть вам нужно оставить какой-то свой один отряд, чтобы сделать телепорт к нему. А зачем вам оставлять один отряд в живых специально, чтобы сделать к нему телепорт одного своего отряда? Если, допустим, вы играете двумя отрядами, уже легче умереть двумя отрядами и прийти двумя отрядами. Если у вас 5 отрядов, то да, вы можете опять же вывести свой один отряд, оставить его в живых, сделать телепорт своими 4 отрядами. Ну, у вас один отряд будет просаженный, вы его уже никуда не поведете и будете играть 4 отрядами. Ну, тоже такое себе. Третий навык это тоже не подойдет вообще для поля. Невидимость. Вы не можете бить, вас не могут бить. Вы получаете скорость на марше 100% на 300 секунд. И что это вам даст, эта скорость на марше? Если вы убегаете от врага, то ладно. Но зачем убегать, если можно просто подраться до колобков, вернуться домой и просто вывести свои отряды? Тоже не вижу никакого смысла применять этот навык. Поэтому пантеон Афины я считаю самым лучшим в использовании в поле. И с пантеонами, с КВК и пред КВК мы с вами закончили. Теперь давайте перейдем к ивентам. Ивенты вышли прям в самое лучшее время, а именно ивент мобилизации альянсов. С новым обновлением появились какие-то новые возможности, рекомендуемые задания, которые я взять не могу. Выбор рекомендуемого задания стоит 1 крест задания. 1 крест, то есть, что это значит? Если я не выполнил задание, то я могу выполнить это или что, как это работает, пока я не знаю. И также появилась новая механика, то что каждый день вам дают 1 бесплатный билет. Это очень и очень круто. Раньше билеты нужно было покупать, а сейчас вам их дают бесплатно. У меня вон уже 10 билетов, я пока задания не выполняю. Почему? Потому что я жду второго этапа пред КВК. Сейчас идет первый этап, второй этап это обучение войск, и вот на нем я прям подпушу жестко. Сейчас у меня есть войска, которые стоят и уже переобучились, они мне, если я их заберу, дадут около, ну что-то где-то 200-300 тысяч мощи. То есть я сразу сходу беру задание на поднятие мощи, получаю 220 очков, и потом просто беру задание на трату ускорения. Вот 20 тысяч минут, здесь 20 тысяч минут, и просто переобучаю войска, как я вам уже говорил в прошлом видео и выше. В этом видео у меня вот ускорение 90 дней, ускорение обучения. Я готов переобучать прям войска по полной, где-то около, ну сколько у меня выйдет, или же я вроде бы не говорил вам. В общем-то сейчас у меня на данный момент 145 тысяч войск Т5, и давайте перейдем в рок калькулятор. Здесь у меня уже все подсчитано.
Значит, на пред КВК я планирую сделать следующее. Бонус к обучению 55%, плюс руна 10%, плюс титул сколько 10%, вот 75%. И вот 320 тысяч переобучить с Т4 на Т5. Будет стоить мне 84 дня. 84 дня. И вот как раз таки у меня хватит ускорений, чтобы данное количество переобучить. И вы представляете, сколько? 84 дня. Это сколько заданий, сколько очков я смогу получить. Но это прям реально будет очень круто. Поэтому жду второго этапа, чтобы прям подпушить мобилизацию альянсов. Также по обновлению с мобилизацией альянсов у нас идет следующее. Теперь для того, чтобы получить награды вот этим вот халявщикам, которые сделают там одно задание, а альянс вывел уровень подарка, допустим, до 13 уровня, этот халявщик сделал 100, получил 100 очков, сделал одно задание и спокойно себе забирает все эти награды. Теперь же так не будет работать. Теперь, чтобы получить, допустим, ваш альянс дошел до 10 уровня, и чтобы получить награды вплоть до 10 уровня, вам нужно набрать как минимум личные очки 500 личных очков. Это, допустим, вот 2 задания выполнить, даже 3 задания выполнить. Поэтому все халявщики, которые вот так вот простым образом отсиживаются, выполняют одно задание, потом забирают все награды, которые другие игроки своим трудом поднимали этот уровень. Теперь так не будет. Теперь никто не сможет получить на халяву награды. Нужно как минимум вот набирать 500 личных очков. И это очень круто. То есть это сразу поднимает уровень вашего альянса, который, ну, до которого вы сможете дойти в мобилизации альянсов точно. Ну, то есть, как минимум, эти халявщики будут делать хоть что-то. Поэтому это очень и очень круто. Хорошее обновление. И почему так хорошо, что мобилизация альянсов вышла именно в этот момент, вместе с пред КВК. Почему? Потому что я смогу, скажем так, сразу убить 2 зайцев. Во-первых, это поучаствовать на пред КВК. На втором этапе я переобучаю войска. Во-вторых, я пушу мобилизацию альянсов, то есть я обучаю и переобучаю войска, выполняя при этом задания мобилизации альянсов. В-третьих, это я пушу мобилизацию альянсов, и я думаю, что все наши ребята воспользуются этим лайфхаком и будут также пушить. И с помощью этого, скажем так, лайфхака мы сможем дойти, я надеюсь, до 12 уровня. Почему это так важно? Потому что с 12 уровнем я смогу забрать все эти сундуки с фрагментом чертежей, а именно чертежей на руку. И почему это так важно? Все дело в том, что забирая награды с мобилизации альянсов, а именно эти сундуки с фрагментами на руку, я как раз таки смогу наконец-таки сковать ручку для своего второго отряда. И при этом, получается, я получаю ручку оттуда, хотя планировал потратить свои самоцветы и прокрутить яйцо рыцаря на руку, и плюс еще прокрутить, если останется, если получится, на поноже. Но таким образом я, не тратя самоцветы, получаю фрагменты чертежей на ручку и сохраняю свои самоцветы, чтобы их использовать, чтобы открутить яйцо рыцаря на ноги. И если все сложится как никогда лучше, то тогда я смогу сковать и ручку, и ножку. Это будет очень и очень круто, потому что кожи мне прям хватает. То есть всего 4 фрагмента мне не хватает, но я думаю, к яйцу рыцаря я смогу уже добить, и у меня будет ровно 60. То есть на ножке мне нужно 30, и на ручку мне тоже нужно 30. И вот как раз таки 60 и выходит. В общем, будем смотреть, будем ждать. Надеюсь, мобилизацию альянсов мы подпушим, дойдем хотя бы, ну я надеюсь, до 12 уровня, потому что именно с 12 уровнем мне как раз таки хватит на ручку. То есть тут 3 и тут 3. Было бы очень и очень здорово. Я прям по максимуму тогда подготовлюсь к первым проходам. По остальным ивентам, в принципе, Дух Куджу, Возмездие, Величайший Правитель, Ларек Удачи идет, кстати, тоже хороший ивент. И прям под стать к нашему пред КВК я взял здесь минус 50% на обучение. Это прям здорово. Можно сказать, все ивенты прям играют в мою пользу. Тропы войны, ну тоже достаточно интересный ивент, но пока я его выполнять не могу.
наполнить склады, король всех племен. Мы пока тоже не выполняем, потому что идет первый этап чемпиона Олимпии. Я еще не выполнял, нужно будет выполнить. И в принципе все. Но дальше нас ждет очень много интов. Это ужин на День Благодарения, дары благодарения. Ну, здесь мы что получаем? Здесь мы получаем ратушу только на стрелков. Это нам не интересно. А нет, не на стрелков, а именно на атаку. На стрелков, пехоту и еще раз стрелков. Это нам не интересно. Нам интересны лишь золотые головы. Я так понимаю, это эсмеральда какая-то или что? Или же это... Что это? Сила щедрости. И на перегонки со временем. Это я уже не помню, что это. И ковчег Осириса. Ну и под конец покажу вам, что у меня с шахтой и академкой. В общем, академка у меня на 13 уровне пока что. И шахту я уже сразу же в первый же день поставил на 25 уровень. Идет у меня плюс 50%, усиление от бастионов пока 3%. Бастионы, кстати, надо будет сегодня выполнить. Что-то я прям забыл с этими мародерами выполнять и бастионы. Поэтому после данного видео пойду побью еще раз мародеров и пойду еще выполню бастионы. Это дело нужное, это дело полезное. И на этом данный видеоролик подходит к своему логическому концу. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить как раз таки важную информацию о нашем предКВК. Ведь, как я уже сказал, еще раз повторюсь, видео по нашему предКВК я записывать отдельно на каждый этап не стану, а всю информацию буду выкладывать в записи на своем канале, поэтому если вы не подписаны, то вы не узнаете. Если подписаны, то, конечно, уведомление вам придет. И на этом данный видеоролик заканчивается. Всем спасибо за просмотр еще раз и увидимся уже в следующем видео.